Приветствую, друзья! Самый лучший видеоглазок с AliExpress. Чем же этот глазок самый лучший? Видеоглазок не отличается от обычного дверного глазка. Автоматически включает запись при движении или нахождении перед ним человека. Видеоглазок с ночной съемкой. Ночной режим переходит с наступлением темноты автоматически. Изображение с видеоглазка можно смотреть через смартфон, планшетник под управлением Android или iOS, а также через компьютер или ноутбук под управлением Windows. Цена на момент заказа $47. Давайте сразу к делу. Сначала смотрим, какое дает видеоизображение глазок, а потом расскажу об особенностях конструкции, монтаже и управления видеоглазка. Видеоглазок монтирован в дверь, как видим, обзор отличный. Видна вся лестничная площадка и даже немного больше. Проверим, можем ли спрятаться от глазка, прижавшись сбоку к стене. Нет, спрятаться не получается. В этом углу мы видим дату и время, в этом статус REC. Это значит, что камера сейчас записывает. При движении перед камерой она делает запись двухминутного фрагмента. Сейчас у нас день, на улице солнце, естественно, в таких условиях камера все видит отлично. На ночной режим видеоглазок переходит автоматически. В условиях сумерек он видит хорошо, но давайте посмотрим, как он справится с полной темнотой. Ага, здесь уже не все так хорошо, но и не совсем плохо. Если человек непосредственно перед глазком, то он прекрасно узнаваем. Что хорошо, инфракрасная подсветка у глазка скрытная, никаким свечением себя не выдает. Это хорошо, никто не заподозрит, что за ним ведется наблюдение. Но на расстоянии 2 метров сила инфракрасной подсветки значительно хуже. Это и понятно, для мощной подсветки нужен нормальный инфракрасный прожектор. Но мощности прожектора глазка как раз хватает хорошо разглядеть лицо посетителя. Включим лампочку в подъезде. Да, при искусственном освещении все прекрасно видно. Давайте немного понаблюдаем за жизнью подъезда. Теперь подробно про установку и настройку видеоглазка. Прежде чем заказывать видеоглазок, сначала надо убедиться, что есть необходимые условия для его использования. Первое, самое главное. Дома должен быть Wi-Fi роутер с настроенной Wi-Fi сетью. Соответственно, вы должны знать название сети и пароль, если он там присутствует. Второе, тоже очень важное. К двери надо подтягивать питание. Глазок у нас питается через адаптер с 220 на 5 вольт, поэтому нужна розетка. Мне пришлось прокладывать кабель, штробить, еще пока нормально не заделал. Еще розетку тут, видите, рамочки нет. Но это я потом сделаю, уже нормально зашпаклюю, зачищу, закрашу. А так уже можно вот вставить адаптер и подключить к глазку питания. В комплекте у нас глазок, адаптер, 5 вольт 1,6 ампер. Удивительно, что дали адаптер. Обычно в камерах, подешевле, правда, адаптеров нету. Ну, тут, видимо, за такие деньги совесть заела. Включили в комплект. Кабель USB, micro-USB и инструкция на китайском, на английском и очень-очень мелкий шрифт. Запаситесь увеличительным стеклом.
Глазок выполнен в алюминиевом корпусе. У этого же продавца есть почти такой же глазок, только в золотом корпусе. Самая большая ширина двери, на которую может установиться глазок, это 8 см. И самая маленькая это 4 см. Диаметр глазка 25 мм. Если у вас еще не было глазка, то надо запастись чем-то, чем можно рассверлить дверь на 25-26 мм. Если это деревянная дверь, то проблем не будет, а если металлическая, то тут уже надо будет кумекать. Интерфейс глазка. Здесь у нас micro-USB разъем, разъем под карту microSD и есть там клавиша Reset, она в левом углу, видите, такое отверстие. Это Wi-Fi антенна. Самой большой карты microSD он использует 128 гигабайт. При заказе можно выбрать комплект из карты microSD. Я заказывал без карты, у меня уже была карта на 32 гигабайта. Давайте ее вставим. Вставляется она контактами кверху к microUSB разъему. Вставляем и толкаем до самого конца, до щелчка. Бывает, что пальцем это не получается сделать. Можно дотолкать, к примеру, отверткой. Все, есть щелчок, карта зафиксирована. Вынимать карту тоже вот сжимаем отверткой, она щелкнулась, но пальцами мы не достанем. Придется использовать пинцет. Давайте уже подключать, настраивать. После того, как подключили камеру, там загораются диоды. Вот видно, внутри синим светится. После включения надо сделать камере ресет. Ресет у нас слева от микро USB разъема. Жмем иголкой, я в задней части иголкой жму. Надо ждать 3 секунды. Индикация сменится на красно-голубую. И потом она должна смениться на красную. Это значит, камера в режиме настройки. Индикация сменилась на красную, теперь мы можем устанавливать приложение и настраивать в нем камеру. Теперь устанавливаем приложение, можете отсканировать QR-код, либо перейти на сайт, который они указали, либо найти его в Play Market. В Play Market находим приложение V380 Pro, устанавливаем. В приложении надо зарегистрироваться, я уже зарегистрирован, поэтому просто зайду. Для этого нужен будет e-mail и придумать свой пароль. Сейчас у нас программа чистая, никаких камер нету. Теперь нам надо видеоглазок соединить с программой. Для этого мы переходим в Wi-Fi. Камера у нас обозначается буквами MV и номер. Этот номер, кстати, надо запомнить, это ее ID. Подключаемся мы сейчас локально через Wi-Fi к камере, то есть от интернета нашего мы отключились. Имеется в виду от роутера. И теперь у нас телефон соединен чисто только с камерой. Он предупреждает, что Wi-Fi без интернета. Выбираем Wi-Fi камеру. Далее Wi-Fi подключен. Это значит, что с камерой мы сейчас подключены. Идентификатор устройства. Помните, да, я вам говорил? Значит, забиваем без букв, только цифры. Здесь же нам предлагается имя пользователя устройства, по умолчанию админ. Можно задать пароль устройства, вернее даже нужно. Теперь имя устройства. Можно выбрать из списка, а можно назвать, как вы хотите. У нас это глазок, пусть будет глазок. Теперь мы должны получить видеоизображение с видеоглазка на программу. Так, он еще попросит дополнительный пароль для управления через интернет. Так, новый пароль. Пароль здесь надо сделать сложный, из букв, из символов, разного регистра буквы. Создали длинный сложный пароль, подтверждаем. И сейчас мы должны выйти на камеру, на изображение.
Во, видите, изображение пошло. Но сейчас у нас соединение только камеры и смартфона. Теперь нам нужно нашу камеру подружить с нашим роутером. Для этого мы переходим в настройки, сеть и подключиться в режиме станции Wi-Fi. Нам надо найти нашу интернет-сеть Wi-Fi нашего роутера. Вот она, да. Подтверждаем. Он может выпендриваться, там ошибка какая-то, пока он подсоединится. У китайцев любят с нескольких раз все это дело делать. Можно перезапустить программу. Все, подключились. И теперь мы уже смотрим через интернет. Теперь что получается? Глазок у нас связан с нашим роутером домашним. Через него он отправляет информацию на сервер программы V380. Мы, в свою очередь, зайдя с любого другого интернет-соединения, подключаемся на сервер и видим, что транслирует наш видеоглазок. Где бы вы ни находились, если есть интернет, то со своего телефона вы можете видеть, что происходит перед вашей дверью. Реально, из телефона тепло родного дома. Теперь давайте разберемся с управлением программы. Плюсик в верхнем правом углу, это можем добавить еще одну камеру, либо режим отображения, тут как-то можно менять. Дальше что у нас идет? Сама камера, если мы на нее нажмем, то подключимся непосредственно в стрим режим. Дальше облако. Облако — это если у нас оно оплачено. Здесь написано, что подписка типа 1 цент. Что такое облако? Это значит, то, что записывает камера, это будет сразу через интернет загружаться на сервер программы. С одной стороны, это хорошо. Если к вам пробрали злоумышленники и поняли, что у вас стоит видеоглазок, который записывает, они, соответственно, попытаются его вывести из строя, либо вообще демонтировать, забрать с собой. А записи уже будут на сервисе. Следующее менюшка — разоружение. Либо рука, либо постановка на охрану. Но это немножечко нам надо уйти в другое меню. Это в настройках есть такие тут опции. Ну, давайте-то в настройках посмотрим, что у нас есть. Общая информация об устройстве, можно менять пароль. Информация об устройстве — это в данный момент как называется наша камера. Помните, мы там все это присваивали. Именно пароль можно изменить, время устройства — это часовой пояс, можно выставлять, версия прошивки, ну, соответственно, самой программы, насколько она новая. Дальше, вот запись видео, то есть мы можем делать непрерывную запись, да, можем только запись событий. Если мы отключаем запись события, тогда видеоархив у нас не ведется, соответственно, мы не можем посмотреть, что происходило перед видеоглазком. Можем наблюдать только в режиме реального времени со смартфона или с другого устройства. Все-таки я рекомендую включить запись события. Место видеофайла занимает мало, об этом я расскажу чуть попозже. А так вы можете пропустить, мало ли кто-то из соседей хотел вам нагадить. Запись аудио. У глазка есть микрофон, но он пишет звук изнутри, он у него сзади вставлен. Вот как-то странно они сделали. Могли бы, конечно, микрофон наружу. То есть наружу какие-то, конечно, звуки он записывает, но очень глухо. То, что вот может он через дверь записать, в таком качестве это и записывает. Качество видео HD или HD. Ну, поставим HD, пускай будет самое большое. Форматировать карту. Если вы ставили новую карту, ну, желательно ее отформатировать. Но только единственное, что он сотрет все, что на ней до этого было. Так что внимательно, если вам это не надо, то не делайте. Тревога. Он может вас оповещать. Например, если началось движение перед глазком, то вам на мобильный телефон придет уведомление. Ну, при условии, что у вас он к интернету подключен. Расписание. То есть это значит первый пункт — весь день круглосуточно. То есть вам отправляется уведомление либо только в дневное время, либо ночью. Ну, в общем, пользовательски можете сами настраивать. Зона тревоги. Вот это уже интересно. Вот сейчас у нас покрытие всей области. Например, если сейчас я убрал, да, всю эту зону, то он даже при движении перед камерой не будет никакую видеозапись вести. Вот можем вручную выставить, например, вот этот квадрат. И если перед ним какой-то объект появится, он начнет записывать. Ну, можно, в принципе, лучше все покрытие сделать полностью.
Звуковой сигнал, это, соответственно, может помимо удавления у вас еще звуковой сигнал срабатывать, то, что кто-то вторгается в зону видимости глазка. Ну ладно, тревогу. Вот ее можно дублированно отключать вот здесь вот разоружение. Ну это, так сказать, перевод китайский, снятие с охраны. Следующий пункт – поделиться. Например, если у кого-то тоже есть аккаунт в программе V380, и вы хотите, чтобы он тоже видел вашу камеру, вбиваете его электронную почту, и он, соответственно, тоже будет видеть, что происходит перед камерой. Удалить. Это если вам камера уже это не нужна, вы можете ее удалить, соответственно, введя пароль, который вы задали при настройке камеры. Так, в настройках мы уже побывали, да. Ну, давайте дальше еще посмотрим. Язык можете поменять. IP. IP что такое? То есть может быть такая ситуация, что при получении автоматически IP он у вас упадет с роутером и будет тогда конфликт. Но, как правило, автомат нормально все распределяет. Но если такое случилось, то можно зайти в ручную настройку и там поменять самому. Если разбираетесь, то оно понятно. Настройка голосовой установки, подсказка по голосу устройства. Честно говоря, эту фишку так и не понял, как здесь ее использовать. Ну ладно. Так, дальше у нас в середине аварийное сообщение. Это если произошло движение перед камерой, он здесь как бы продублирует их помимо уведомлений. Дальше снизу облачный сервис. Это, соответственно, зарегистрироваться в этом облачном сервисе, если вам надо. Демо. Это он демонстрирует, как работают все камеры. То есть это, в принципе, учебное пособие по эксплуатации. Профиль. Ну, соответственно, ваш регистрационный email. Сообщения, это если какие-то были движения перед глазком. Альбом, это если вы делали скриншоты, то вот он хранит в этом альбоме. Фак, помощь на английском языке. Настройки. В настройках мы опять видим наш аккаунт. Новые уведомления тревоги. Это, в принципе, настройка уведомлений. То есть они могут как push, типа сообщения выскакивать, там уведомления. И, соответственно, вы можете все это дело настроить. Звук там отключить, включить там. История входа. Это сколько раз вы входили, из каких устройств. Ну, так как мы только его настраиваем, у нас еще их нету. Сочетание клавиш. Ну, здесь почему-то никаких сочетаний клавиш нету. Здесь есть только вот автоматический поиск по соседству. Это при настройке камеры она срабатывает. И автоматическая проверка обновления устройства. Очистить кэш. Это очистить все сообщения, которые вам приходили, там уведомления. Язык. Выбираем язык. Видите, здесь довольно большой выбор языков. Выбор региона. Ну, я оставил автоматически, потому что сейчас смартфоны сами отлично понимают по геолокации, где они, в каком регионе. Ну и о самой программе. Соответственно, можете обновить ее, если надо. Но видите, обновления уже нет, у нас программа свежая. Теперь, если мы непосредственно подключаемся к камере, здесь у нее тоже свои меню есть. Пауза, это если мы хотим прекратить стрим сейчас, в данный момент она в режиме реального времени смотрит. Звук можно включить, это включается, когда микрофон в глазке, и мы слышим, что рядом происходит. Качество SD и HD. Ну, вот ставим HD, видите, сразу немножечко качество получше. Следующее, если у вас несколько камер, то вот нажав его, вы будете видеть все их. Это типа как квадратор. Либо можете вот этими стрелками следующие, видите, влево-вправо переключаться. Но у нас в данный момент камер других нету, поэтому она не работает. Ну и последнее, это расширить на весь экран. В середине здесь микрофон, но если его нажать, как бы ничего не произойдет, потому что у нас видеоглазок немножко не такое устройство, у него нет интеркома. То есть вы можете только слышать, что вокруг происходит, динамика у него нету. Но если у вас установлена камера, которая может воспроизводить звук, то это вот это для них, это не для нас. Снимок экрана, это, помните, заходили в альбом камеры, если вот вы нажали, то она сохранит скриншот, запись, можете принудительную запись сделать, включить, и она будет записывать в данный момент, вот, что происходит вокруг камеры, помимо автоматической записи. Повтор. Вот, соответственно, что у вас происходило перед камерой, он начинает сразу повтор. Можете выбрать либо SD-карту, либо облачный сервис, если есть. Можете выбрать дату. У нас, так как камера недавно настроена, на предыдущих датах ничего нету. Возвращается на нашу дату.
можете изменить отображение. Вот видите, группа событий, тогда он будет уже по файлам, по записанным. Кстати, каждый файл не так немного занимает. Мы сейчас зайдем и посмотрим, что они из себя представляют. Скачать видео можно специальной менюшкой. Видите, под самым видео второй значок, стрелка вниз. Первый значок — это во время произведения можем включить или включить звук, который записал видеоглазок. А вот второй меню как раз у нас скачивание видео. Видео, которое записано видеоглазком на карту microSD, скачается внутрь нашего смартфона. Следующее меню — это сделать скриншот с видеофрагмента. И последняя менюшка — это на весь экран сделать видео. Давайте посмотрим информацию про видеофайл. Для того, чтобы посмотреть техническую информацию, я перекинул видео на компьютер. Смотрим свойства. Так, что у нас? На голубом глазу утверждается, что 2-минутный фрагмент занимает всего около 3 мегабайт. Видео Full HD 2 минуты занимает 3 мегабайта. Ну, кто не разбирается, это очень мало. Скорее всего, здесь используется технология умножения пикселей. Это нереальная Full HD. Ну ладно, тем не менее, там что-то видно. Да, здесь, кстати, в технической информации на голубом глазу сказано по расширению, что это Full HD. 1920 на 1080 пикселей. Скорость передачи, ну, такая не очень хорошая. Частота кадров 12 кадров в секунду, тоже мало. Как бы слайд-шоу такое. Звук он пишет 11 килобит в секунду. Моно. Ну ладно, на видео все-таки лицо распознать человека можно, сойдет. И последний пункт меню, это нижний справа, он называется больше. Его больше у нас только вот инверсия, то есть мы можем камеру кверх ногами переворачивать. Это мало ли, если при установке вам как-то кабель там мешает, и вам надо по-другому поставить, тогда, соответственно, можете вы вот эту вот инверсию делать. Вот коротко все возможности программы V380. Также программа V380 Pro можно установить на персональный компьютер или ноутбук. Заходим на этот сайт, ссылку я могу продублировать в описании под видео. Скачиваем программу для Windows версии. Скачивается с китайского сервера, поэтому это может быть довольно долго. Скачали, распаковали. Установили. Запускаем. При открытии мы забиваем наш логин и пароль, который мы указывали при регистрации, и мы тут же оказываемся с уже установленной камерой, так как мы ее настроили в приложении, то, соответственно, здесь она уже продублирована у нас. Интерфейс здесь только чуть-чуть отличается. Вот, чтобы посмотреть архив видео, нам нужно реплей нажать. Вот наш архив. Можно переключиться по файловый просмотр. Все, счастливые обладатели Windows могут наблюдать то, что происходит перед их видеоглазком. Давайте устанавливать видеоглазок. Снимем обычный, а тут засада. Диаметр обычного глазка намного меньше, чем видеоглазка. Придется рассверливать. И сверлить металлическую дверь. Надо подходящее сверло. В моем случае это многоступенчатое сверло, в народе называемой морковкой. Здесь есть нужный размер, диаметр 26, и я буду рассверливать до него. Если вы оказались в такой же ситуации, как и я, и вам надо это сверло, то его можно найти на AliExpress. Ссылку я оставлю в описании под видео. Отверстие готово. Монтируем видеоглазок. Обратную часть пока не затягиваем до конца. Нам надо будет немного крутить глазок, чтобы выровнять горизонт. Подключаем. Теперь, контролируя через смартфон, выравниваем горизонт и затягиваем обратную сторону. То, что кабель так провисает, это, конечно, не дело. При открывании и закрывании двери рано или поздно в кабеле контакт здесь перегнется. В идеале, конечно, хорошо кабель здесь в пенале закрепить. Есть пеналы для тоненьких кабелей, которые самоклеются. На время можно его хотя бы малярным скотчем зафиксировать.
качестве монитора в том числе буду использовать свой старый планшетник. У него уже убита батарея, и он практически без сети не работает. У меня здесь есть специальная ниша возле кровати, тут розетка. И сейчас я буду его закреплять. А закреплять буду еще на одну штуку с Алиэкспресс. Это гелевый держатель по нанотехнологиям сделанный. Здесь такие желейные клейкие штуки. Кстати, его можно клеить и потом обратно отклеивать аккуратно. И также можно промывать, если он вдруг запылился или что. Ну, посмотрим на эти нанотехнологии. Смотрите, держится и надежно держится. Все, жизнь стала намного комфортнее. Не отрываясь зад от дивана, отсекаем ненужные контакты. И наоборот, бежим навстречу к приятным контактам. Где найти видеоглазок на Алиэкспресс, ссылку оставлю в описании под видео. И не пропусти новый обзор, подпишись на канал.